Приветствую всех зрителей. В сегодняшнем ролике мы будем делать очередной обзор на попытку китайских производителей сделать аналог на популярное японское основание Butterfly Viscaria. Сегодня у нас в обзоре Sunway 75 ALC. Производитель заявляет, что структура очень идентична основанию Viscaria. На форумах пишут, что по ощущению это основание тоже очень сильно похоже на Viscaria. Сразу по внешнему ощущению говорю свое мнение. Если посмотреть визуально, то можно заметить, что средний слой на Sunway толще, чем на Butterfly Viscaria. Отсюда можем сделать следующий вывод, что скорее всего у этого основания будет не хватать гибкости. Соответственно, дуга от этого основания будет не такая высокая. Вес основания Sunway составляет 87,8 грамм. Вес Butterfly Viscaria составляет 87,5 грамм. Теперь проверим на предмет жесткости. Вы наверняка помните, в предыдущих обзорах я ее сравнивал. Это у нас Sunway. Видим, что прыгает 1680, где-то в диапазоне 1650 Гц. Теперь берем Viscaria. Даже по звуку слышно, что основание Viscaria у нас помягче, оно будет помедленнее, чем Sunway. Выдает 1486, вон видно, циферки скочат. Butterfly Viscaria у нас будет медленнее, чем Sunway 75 ALC, поскольку Sunway у нас выдала больше герц, оно у нас будет побыстрее, им скорее всего будет проще бить плоско. Вот, по центру и по пятну отскока. Пятно отскока хорошее. То есть для основания, которое стоит, в Китае можно приобрести это основание примерно за 4500-5000, в зависимости от курса. В России цена на это основание составляет в районе 6-7 тысяч. По классике на Viscaria подобные основания я на все клею одни и те же накладки, чтобы вам тщательнее сказать свои ощущения. Это Dignix 09C и Tipco Revolution MXS. Наклеил накладочки. Учитывая тот фактор, что сердцевина у нас чуть толще, соответственно, вся ракетка у нас ощущается в руке толще. С накладками то же самое. То есть в руке какое-то время нужно будет попривыкать. Первое время, когда я пытался понять, что это за основание, когда мы сейчас с Гошей поиграли, чтобы представить, я пробовал, он пробовал, и одна и та же была проблема. То есть мяч из-за непривычки того, что у нас ракетка чуть толще, чем мы привыкли, а Гоша у нас основное время сейчас играет Butterfly T-Mobile ALC, и относительно Viscaria в том числе тоже, мне было непривычно, что она толстовата, и мяч частенько летел у нас в ребро. Да, на короткой игре ракеточка, учитывая, что сердцевина у нас очень жесткая, мяч прям подвыплевывает. Я думаю, вы даже по звуку слышите, насколько она звонкая. Такое ощущение, вот как будто наклеили на бальзовую доску. То есть, кто играл бальзовыми досками, помнит этот звук. Вот этот звонкий. И, к сожалению, из-за этого у нас короткая игра на этом основании, ну, не очень, потому что мяч прям подвыплевывается очень сильно, несмотря на то, что накладка у нас Dignix 09 справа, вроде она как бы относительно должна быть гибридная, и, соответственно, если гибридная, мяч не должен вылетать, но чуть-чуть даванув мяч, чуть даванув на короткой игре, мяч у нас сильно вылетает, и Гоша будет завершать мне такие удары. Даже на накате это основание прям прошивает Dignix 09. То есть вообще жесткость Dignix 09 на этом основании не чувствуется. То есть буквально легкое движение, то есть мяч плоско вылетает. Но что-то как-то подзалипает. Вот. То есть вот здесь его. То есть скорость на плоском ударе очень высокая на этом основании. Для сравнения сейчас Viscaria, то же самое Dignix. Здесь, ну, я думаю, вы по экрану своих смартфонов, либо ноутбука, либо компьютера видите, что скорость, ну, прям значительно отличается. Здесь она прям такая больше дуга на Viscaria, а вот на Sunway мяч прямо оттуда выстреливает без дуги.
Слева то же самое. Если у нас, конечно, Dignics 09 она прошивала, то типа Revolution MXS на этом основании вообще не чувствуется. Ощущение, как будто я бью мяч одной доской. То есть ощущение, что мяч вошел в накладку, а потом до доски. Вообще такого нету. Но при этом мяч неплохо сидит. То есть я не скажу, что на основании очень высокая задержка, но она присутствует. На топ-спине, если не вкладываться и делать вот такие вот топ-спины, вроде бы контрольно, но есть такой нюансик. Вы наверняка помните, были такие доски, которые я уже делал обзор, что вибрация в руку не идет, соответственно, при усилении я не могу контролировать вот этот угол. Здесь то же самое. То есть я делаю движение, мяч у нас поднимается хорошо, но информации в руку мне никакой не идет. Вибрации здесь нету. Теперь вискария. Усилий процентов на 30, мне кажется, нужно больше прилагать вискарии, чтобы мяч полетел так же. То есть с санвеем я прилагаю усилий меньше. Но есть ощущение, что мяч от санвея летит не такой злой. То есть Гоша как бы спокойненько подставляет, но может быть не так. Ну, здесь прям значительно меньше скорости в вискарии. Но скорости меньше, но мячик я лучше чувствую на вискарии. На санвее скорости больше, дуга по какому-то ощущению вот в этом вот сочетании повыше при прожиме. Но при ударах информация в руку не идет, соответственно, все топ-спины делаю, а уверенности никакой. Слева то же самое. Скорость высокая, а дуга присутствует, но вибрация в руку не идет. То есть тунс, тунс. То есть прямо вот на этом основании чувствуется, что накладка, жесткость которой 47 градусов, она ощущается очень мягкой. То есть на это основание нужно ставить что-то от 50 и больше. То есть тогда будет, скорее всего, получше играть. Здесь, во-первых, у нас идет из-за того, что доска не сочетается с накладками, у нас идет, во-первых, мяч полноценно закрутить не могу, потому что он прям очень сильно прожимается, во-первых. Во-вторых, чуть-чуть где-то не доработав, мяч туда ударяется как чуть ли не как об голую доску, и дуга не набирается. То есть вот, где-то там начинаешь тянуться, и, соответственно, туда он ударяется, мы его не дообрабатываем, потому что оно здесь не гармонирует, резинка у нас с основанием, и поэтому у нас будет очень много ошибок при игре слева, если мы будем играть на этом основании мягкими накладками. А под мягкими на это основание буду считать, что 50 градусов и меньше. Сделали первичный практический обзор этой сборки. На короткой игре мне это основание и вообще эта ракетка не понравилась. Не понравилось прежде всего тем, что из-за очень толстого среднего слоя сильно прожимаются накладки, и мяч очень как бы при плоском чуть пробитии он у нас начинает вылетать в сетку. То есть он у нас туда не врезается. То есть задержка основания не гармонирует вместе с задержкой резинок, и мы не можем полноценно его пропилить. И где-то чуть-чуть не доработав, мяч у нас поднимается вверх. При накате справа, при накате слева. При накате справа чувствуется, что Dignics 09 очень хорошо пробивается на этом основании. И я также сделал вывод, что мягче этой накладки, которая Dignics 09, ну примерно пускай по европейской шкале, меньше 50 градусов на это основание смысла ставить нету, потому что Evolution MXS на этом основании ведет себя, по моему ощущению, неконтрольно, поскольку она мягковата на эту доску. Она прошивается буквально прям до доски, и накладка здесь не чувствуется. И есть какое-то ощущение, что я чуть ли не играю одной доской. А ей тяжело подавать. Вот тот фактор, что
вибрация в руку не идет, она здесь сказывается. То есть, вот я в последнее время играю DHS Long 5, то есть там есть вибрация в ручку. До этого играл Butterfly Viscari, тоже вибрация в ручку идет. И здесь вот долгое время не привыкая, берешь сразу, и отсутствие вот этой вот вибрации, оно очень сильно сказывается. То есть я из-за этого, то, что мяч на этом основании не чувствую, очень сложно подать короткую подачу. То есть вот сколько я сейчас при вас подал, только к последнему, то есть штук 5 подал, только потом уже приноровился, чтобы мяч у меня не вылетал за стол. Теперь на предмет вращения Гоша у нас оценит. Нет. То есть прям дзынь, дзынь, нету ощущения, что я мячик прокручиваю на этой доске. Кто бы что ни говорил, что во время подачи у нас основную роль играет только накладка, могу опровергнуть эту информацию, поскольку сейчас у нас накладка оставалась та же самая, Dignics 09C, но основания сменили, и уже качество самой подачи начинает теряться. Соответственно, вот на этой ракетке я практически мяч не чувствую, и при тонком ударе, при тонком касании я не могу качественную подачу подать. Вы сейчас посмотрели, что я примерно 5 штук подал, это были вообще такие беспонтовенькие подачки, но только потом чуть-чуть приноровился, чтобы мяч у меня оставался на столе. Но даже когда мяч оставался на столе, Гоша отметил, что вращения на мячах не так много, как обычно. Да. Дуга на первом ходу хорошо она организовывает. То есть здесь, несмотря на то, что мяч не чувствует, дугу делает она хорошую при прожиме. Буквально прям чуть-чуть дернул ее. Это на удивление, на самом деле, потому что сколько я оснований пробовал, которые были якобы аналогами, китайскими аналогами Butterfly, там были аналоги, допустим, Тимобола ALC, это тот же самый Inhe V14 Pro, которая была стеклянная, потом Pro 01 тоже Inhe. Из-за вот этого стеклянного ощущения, когда информация в ручку не шла, было сложно создать дугу. Здесь такого нету. То есть здесь информация в руку никакая не идет, мяч не чувствуется, но при этом вырисовывается очень хорошая дуга. Не сидит мяч, да? Ну, в решении так. Первый ход этим сочетанием справа мне понравилось намного больше, чем при игре слева. Почему? Все тот же фактор, что жесткость Dignics 09 позволяет мяч выкидывать по более такой высокой траектории, чем жесткость MXS. Жесткость MXS здесь прошивается на раз-два, и чуть-чуть запоздавший мяч при плоском нажиме у нас сразу начинает сваливаться. То есть в резине мячик на этом основании не держится. На Dignics 09 здесь все хорошо. Но, опять же, есть такой нюанс. Мячик я практически на этом сочетании не чувствую. То есть у нас есть и скорость, у нас есть дуга, но, к сожалению, как отмечает Гоша, у нас нету вращения. Возможно, это и связано, что у нас вращения маловато именно с чувствительностью мяча. То есть у нас мяч не чувствуется, нету возможности где-то его ускорить. Поэтому нам приходится именно не ускорять на мяче, а просто его подбивать, чтобы хоть как-то почувствовать этот мяч. То есть вот блок этим основанием, учитывая, что мяч туда не врезается, блок ставить хорошо. Соответственно, делаем вывод,
что плоско у нас основание играет хорошо. Если плоско у нас играет основание хорошо, соответственно, оно будет играть хорошо на блоках. Делаем для себя пометочки. Соответственно, мягкая накладка у нас прошивается. Для кого может подойти эта накладка? Ставите две жесткие накладки, и можно хорошо играть либо плоско в атакующий, либо вторым номером, но тоже плоско ставя блоки. То есть вот Гоша со всей силы вкладывается моим лонгом, а я как бы стою и особо без напряга ставлю ему блоки. Ну, это уже был элемент из мастер-класса, которые я сейчас вырежу, чуть увеличу, подзамедлю. А вы накидайте за этот момент на 10% больше лайков, чем обычно, и мы расходимся. Сделали много серий, чтобы почувствовать эту накладку, это сочетание. И скажу так, что при топс на топс, из-за того, что мяч не чувствуется на этом основании, было очень много ошибок. То есть мяч у нас либо у меня куда-то улетает, сетку выстреливает, сильно прожимается до сердцевины, сердцевина его прям оттуда выплевывает. Либо пытаюсь чуть-чуть поджать, мяч начинает сетку. То есть все-таки решающим фактором на этом сочетании стала увеличенная сердцевина. То есть мяч у нас практически не задерживается в ракетке, вибрация в руку не идет, и отсюда уже тяжело контролировать мяч. Подводим итог по поводу этого сочетания. Во-первых, первое, что ударило в глаза при осмотре этого основания, при наклейке, когда мы наклеили на резинке на эту доску, это то, что сочетание у нас получается толстым. Толстое сочетание у нас получилось из-за того, что сердцевина здесь толще, чем обычно, чем у обычных баттерфляевских досок. На короткой игре основания ведете себя бесконтрольно, поскольку мяч у нас не задерживается в доске и сразу быстро начинает вылетать. При накате справа, при накате слева чувствуется, что этим сочетанием будет очень хорошо играть плоско, поскольку сердцевина очень хорошо у нас прожимает все эти накладки, и мяч очень хорошо, энергично прям вылетает оттуда. Слева было ощущение, что типа Revolution MXS у нас мягковат, и поэтому сделали вывод, что нужно ставить на это основание накладки минимум 50 градусов по европейской шкале, чтобы чувствовать себя комфортно и чтобы накладки гармонировали у нас вместе с этой доской. Топ-спин справа, топ-спин слева. Здесь у нас всплывает такой фактор, что, к сожалению, при создании вращения что справа, что слева у нас информация в руку не идет. У нас она не вибрируется, мячик, у нас нет ощущения, что мяч сидит у нас в доске, но при этом у нас есть очень хорошая скорость, дуга, но из-за отсутствия вот этого ощущения мяча у нас страдает контроль. При подаче из-за отсутствия задержки, из-за отсутствия чувства мяча, вы наверняка сейчас можете чуть отмотать и посмотреть, что качество подачи этим сочетанием было просто ужасное. То есть я не помню, чтобы такие ужасные подачи я подавал какой-либо другой доской. Этой доской мне было очень тяжело раскрутить мяч. То есть 5 подач, которые я первый подавал, у меня практически вообще вылетели со стола, не смог их прокрутить. Потом у нас начали подачи оставаться на столе, но при этом даже те, которые оставались на столе, Гоша отмечал, что вращения на них очень сильно мало. При первом ходу та же самая картина, что и на топ-спинах по блоку. Дуга есть, скорость есть, уверенности, что попадешь, нет, потому что мяч у нас не чувствуется. То же самое с вращением. Гоша говорит, вращения на топ-спинах маловато. При игре блоком сделали вывод, что это основание очень хорошо себя ведет. Мяч прожимается, мяч у нас не вкручивается в доску, не выплевывается. Соответственно, при игре блоком, что справа, что слева, будет играть это сочетание идеально. Топ-спин с дальней зоны при перекрутах, здесь проблема. То есть мяч не чувствуется, мяч у нас либо вылетает, выплевывается куда-то за стол, либо у нас пытаюсь сделать корректировку, мяч у нас падает в сетку. В общем, контроля этому основанию не хватает. Кому может подойти эта накладка? Накладка подойдет прежде всего игрокам, которые строят свой стиль игры
не на игру вращениями, а на плоскую игру. То есть либо игра вторым номером, игра блоками, но опять же, если играть блоками, то либо на столе, либо около средней зоны. Чуть отходя дальше, мяч у нас бесконтрольно вылетает. То есть эта игра следующая. Наверняка вы знаете таких теннисистов, которые отдают на первый ход, раз блок, два блок и чуть завышенный мяч. Если эти блоки застают своего соперника где-то врасплох, что игрок начинает ему пассивно отдавать, плоско забивать. То есть прокручивать тяжело этим основанием. Уверен, этот ролик был для тебя полезен. Не забывай подписываться на социальные сети, ВКонтакте, на канал в Телеграме. Ссылочки я оставил в описании. Пока.